Всем привет! Мы продолжаем проходить God of War 4. Поехали дальше. Сколько я помнится, мы притащили кабана раненого. Какой-то ведьме, что ли, или что-то такое. Она говорит, лечите, лечите. Вот давайте мне тащите какие-то цветочки, растения, и я все сделаю. Хотя бы он цветы искать, по-моему. Ну и чё? Он там лежит, похрюкивает, товарищ нас раненый. Ну давай на выход, наверное. Хотя подожди. Ну да, у нее-то вряд ли что-нибудь в хибарке есть интересное. Вон она там свои зелья коварные готовит. Пошли на выход. Сердечник, прошу, время уходит. Угу. Ей нужен цветок сердечник, называется. Она сказала, кстати, перед этой сценой, как он выглядит. Но это было несколько дней назад. О, по-моему, это он. Она? Давай парочку. Вернитесь к Атрею. Ну, Атрея-то там нету. Где пацан? Я думаю, что он даже не в доме. Пацан, где мой сын? Женщина. Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Его ищет мальчик. Ему нужна помощь. Прошу тебя, без обеих трав мазь не получится. Крем для жопы мазь, а пацан-то где? Что-то она говорила, вроде возле дома, там где-то в палисаднике, но его тут нету вообще. А вот он копается. Свинья везде грязь найдет. Что-то не выдернуть, мало каши ел. Подкопни чем-нибудь, что-то. Он пытается, скорее всего, силу земли получить. Пригодится. Надо смазать. Я выронил? Не отрывай от ботвы. За кабаном. Но как же так? Я же не мог Ты его потерял. Урод, и фофана ему. Солдатка. Есть. Я теперь буду внимательней. Да не будет он внимательный, он еще малой. Что он хотел от него? Я понимаю, что он его воспитывает. Но его метод воспитания неэффективен, я так считаю. Что, мне обратно надо к ней. Пошли, пацан. Сейчас мы сдадим телке квесты, куда-нибудь дальше двинем. Ножи теряет. С ноги хоть не вышиб, и то спасибо. Ухажок малолетний, ну да. Рассеянный с улицы бассейна. А что сам не отдал? Вдруг он ядовитый. Да, то, что нужно. Кабанчик передрищется. Он будет жить? И рыжика накормим заодно. Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Сексом пахнет. Она решила смазать. Простату надо Ты же скрываешься. двумя пальцами проверять. Этот знак Хотя спрячет бы перчатку бы одела. тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? У нее забыли шевеление губ. Насчет слов скрываешься. Сделать, ну ладно. Что она говорит, руина? Грязно. Люина. Руина, говорит. Говорит, руина, малая. Эмили! Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы ей должны доверять вообще. А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите.
Может, она злая ведьма. Идем. Я говорю, злая ведьма. Бастильда, доставай писюлек. Этот подземный Компас ход ведьмы. приведет вас ближе к нужной Вы получили локации. компас Возьмите ведьмы. Компас отображается вверху экрана и указывает на вашу следующую Возьмите цель. это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я и там не дочитал, и здесь не дослушал. Блять, вот как бесит эта херня, когда вот одновременно у тебя 508 объектов на экране появляется, еще заодно какая-нибудь падла в ухо ссыт. Короче, сказали про компас, вот иди по Я вижу компасу. лодку. Я, блядь, тут ничего не вижу. Подожди, малой. Вот как обычно, торопыга. Кошмары! Нет, блядь, не кошмар. Че, какие кошмары? А, вот они. Хуя голубей. Хватай, отец! Ща, подожди, схватит. Сын. Так там и вторую забодала уже. Так, ты, малой, давай не расслабляйся, постреливай там по ним. Получай! Но они пока легенькие. Нормулик. Кошмары. Мама про них рассказывала. Мгм. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да, от них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Кошмары у них, у людей кошмары. Мамка, наверное, сама не знала ни хера. Иди в оба, сын! Куда тут смотреть, батя промахивается? А, ну он ко мне идет. Пацан, ну-ка давай за мной. Время мотать. Я не готов. А я, блядь, как будто готов. Сейчас мы его чуть-чуть разорвем. Ну что, теперь-то готов? Куда он там стреляет? Эй, Справился? Неплохо Нет. для начала. нет, ты не справился, куда ты стреляешь? Место! Он, блядь, камень убивает. Ты серьезно? А вот это вот для тебя никого не стоит случайно? Вот это вот. Не видишь? Веселая семейка, блядь. Так. Как до этой петушки? А, мы потом какие-то будем штуки опускать, поднимать, и потом мы этот сундук с этим клоуном возьмем. Мгм. Ладно, это все после. Сейчас пока ничего такого. Хотя подожди-ка. Чик. Он Это у тяжелый? нас плот местный. Они похожи. Блять, возьми сам понеси что-то. Не похоже его. Так, подожди. Лысый. Ты почему туда дальше не дал? А ну. Он потому что упирается. А вот так. Я думаю, что это плот. Хотя бы так, чисто плюс-минус. Подожди. Во. Не касайся воды. Почему? Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет, Рыбки трахаются. вода черная. Поэтому и не касайся ее. Все, что тебя касается, все, что меня касается, водичкой называется. Надо вторую, короче, плотину скинуть. Откуда-то с другого края. Ладно, мы об этом мы обязательно подумаем. Ну, нет же, да, да, точно нет. Надо откуда-то сбросить. Ладно, потом. Где рыжий? Рыжий. Вон. Опять ходит там, хуйки его. Так, подожди. Вот это у нас. Ну, явно не это. Не золото, бриллиант. Ага. Еще такие. Отлично. Пацан? Место! Нет. Не мисса.
И все. Пока на этом наши полномочия все. Ну и туда вот он явно не прыгает. Ладно, ладно, давай еще тут посматриваемся. Ну это типа хаба такого местного. Мы сюда будем часто заходить. Ну так, плюс-минус, конечно. Не прям чтоб каждый день. Так. Все, мы, получается, отсюда спускаемся вниз. Дальше. Потом нам дадут типа бомбы, что-то такое. Мы научимся вот эти стены красные разрушать. Они будут не только здесь встречаться. Ну и туда, естественно, мне не прыгнуть. Так, все, пошли, молодежь. По-моему, я такие ящики еще не взрывал. Может, шмотки? Талисман, сосредоточение жизни. Обычный предмет. Талисман, пролив здоровья. Талисман, сосредоточение жизни. Защита при применении. Нажмите L1 и треугольник. А куда он встал у меня вообще? Ага. В рукоятку прям. Пора. Что он делает? Он будет типа меня воскрешать? Чешу. Вон там. Подожди, где там, что там? Вадя тут перепланировкой занимается. Что хотел? Что вон там? Что надо? Лодка. Полезно. Догори, горят. доберемся быстро. Мне Нет. просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Болен. Просто хочу сказать, что все это здорово. Это все твоя иллюзия. Просто ты немножко ёбнутый. Вот и все. И Бадди у тебя не Кратос. Просто немного фантазии. А как бы мне тут пришвартоваться-то? Отдай швартовую. Нихера. Ну, это как-то должно потом опускаться или что-то такое. Короче, меня туда пока не пускают. Возможно, они будут потом постепенно все это дело открываться. Пока нужно знать то, что нужно знать. Пройдите к новой цели, следуя заметке на компасе. На компасе. Уплыли. Мы сейчас встретим этого большого змея. Типа Горыныча. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, Он напердел в рот в лодке. море воняет. Я же говорю, кто-то нам сделал. Кто нарукал в лодке? Стопудово лысина припустил маленько, но малого спирает. Ты, говорит, запах моря не чуешь? Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Угу. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдар. Он ас, сын Одина и Фригg. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Сюда же нельзя тут. По-моему, Тор будет главным антагонистом в Рагнарёке. Но это не точно. Я вроде что-то вижу. Прямо посередине озера. Квадрон какой.
Так, У него на груди какие-то руны. А мне отсюда не разглядеть. надо бинокль. Написано: «Пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира». Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Лук бросай свой, я топор не брошу. Правда бросишь? Малого бросить в воду. Малой мое главное оружие. Башку отрубит. А, ну топор возвращается, его не жалко. А все. Топор не вернулся. А все. Нехер швыряться. Говорю, малого надо было бросать. Держись, сын! Ладно! Что это такое? Что ты Мировой такое? змей! Такое ощущение, что Кратос не только письменность читать не умеет, он еще и не шарит до лора вообще викинговский, скандинавский. Топор весь в блевотине. Только не бойся! Не боюсь! Здорово! Охеренный аттракцион. Он говорит? Да! Мама сказала, он добрый! Что он говорит? Я не знаю! Я вот тоже ничего не понимаю, что он балакает. Это потрясающе! Нужно, Смотри, чтобы вон там разбитый корабль. внизу субтитры видишь? бежали. Их Микки А Маус вон с флажочком статуя Дора, закрашивал. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора, и это строение ведет от подножия горы к Золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Подожди, малой, мы вот что-то Мы как-то он сначала тут... причалим, да? Мы первые, Нет. кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Как Не Уроборос. знаю. По мне так он большой. Что это за хрень? Отлично. Я хотел немного осмотреться. Когда мы захотим продолжить путь, вернемся сюда. Угу. Какой-то лутецкий. Но эта штука, походу, дальше-то и не работает. Да, тут вода, а воды у нас боятся. Дальше. Давай вот к этой штуке сплаваем. Скорее всего, тут сейчас все будет закрыто. Просто это, ну, они как миры будут открываться или что-то в этом роде. Пока сюда пускать не будут вообще никак. Да, наверное, давай просто вот как он сказал, короче, то, что подплываю вот к причалу, и дальше будет... Дальше будем делать делов. Так что давай к причалу и прихерачимся. Блин, туда бы сплавать. Давай по-быстрому мотнемся, что-то там такое подозрительное. Под этим мостом можно плавать. Так. Ну, это уже интересно. Сундучок. Кошмары! Угу. Низко! Пока нет. Они второго левела. Так, короче, я давай вот так вот, а ты давай стреляй по ним. Береги!
А то я сейчас щит уберу, и меня сразу же эти кошмары закошмарят. Пока нет. Ждем, пока у пацана стрелы восстановятся. Пока щит у меня как бы без разницы. Готов. Я не готов. Ты готов или не готов? Подожди. Тихо. У малого-то не трепайте. Я ему чуть бошку не снес. Низко. Вот что бывает, когда ты не готов. Огонь над тобой. Да все, хорош, не сыпь. Так. Надо как-то эти пики убрать точеные. Пойди сюда. Пойди сюда. Какой-то Чё? рисунок. Он мне ногу трогал. Может, карта? О, может, это карта сокровищ? Так, мод Сагнир, владыка людей и зверей. Я явился сюда, дабы узнать, разгадал ли он секрет создания легендарной брони. Но нашел лишь горе и смерть. Я оставлю эти дары в память о тех, кто умер ради славы короля гномов. Надо что-то найти такое полезное. А сюда я не могу, да? Топорок-то закинуть. Давай хоть сюда захерачим. Так. Угу. Желтые камни мы тоже только потом, позже научимся расшибать. Возможно, сейчас не получится эту загадку решить. Но хотя бы что-то это делает. Угу. Колокол надо. Первый. Ай, второй. А третий где? Оставлю себе. Хорошо. А, так вот и третий был. Давай еще раз. Давай звенеть. Как яичишками. Все, ящик мой. И что, тут реально какое-то будет сокровище со шмотками? Яблоко тоже неплохо. Ну а здесь, по-моему, он его подсадить не может, ничего не сделать, да? Оцик не хочет даже туда забираться. Ну ладно, дальше пошли. Главное, что я увидел ящик, и я его взял. Все, давай, короче, к причалу. Под мостом мы там дальше потом будем плавать. Пока так. Все, чуть-чуть переплыл. Когда это все построили? Смотрите, храм. Это потом мы тоже будем уметь замораживать воду. С пацаном надо поговорить. Нет, это лодка. Рыжик, пошли. Бля, глушечки тут. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. А это синий хуй? Брок? Ну да. Но как ты... Здрасте. Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Харизматичный дядька. Как думаешь, что ему нужно? Он чем-то бухого Ленина напоминает. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ.
Они будут локтями друг друга расталкивать, Стой! чтобы А к глянуть Броку на не товары. зайдем? Увидите. Назад пока нельзя. Я прям должен его посетить. И эта вся штука не разбивается. Ну, два варианта. Либо он мне сейчас какие-то способности даст. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Угу. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. С какой тропы? Другое дело. В лавках появились талисманы, рукояти и чары. Броню, как и другое снаряжение, можно улучшать в лавках. Чтобы вызвать меню улучшения, нажмите вперед. Улучшение брони позволяет усилить ее влияние на характеристики Кратоса, а также оснастить ее дополнительными гнездами для чар. Но сейчас просто такой брони козырной нету, которую желательно было бы улучшить. Просто мы колчанчик, да, качнем. Ускорение восстановления стрел. Да, это нужно. Это малому пригодится. Все. Бамбурики закончились. Талисманы. Обладают уникальными эффектами, способными помочь вам в бою. Улучшив талисман в лавке, вы можете повысить его эффективность и ускорить восстановление определенных способностей. Прилив здоровья. Как это вообще действует-то? Это просто ХП мне будет автоматически пополняться или что? Ну, мне все равно пыль миров нужна. При всем желании я не могу качнуть. Здесь тоже. Броня для рук. Угу. Это, по-моему, получше, да? Хотя удача у меня минусом идет. Прям типичная РПГ с цифрой. 3700 она стоит. Ладно. Не, ну обаяние, конечно, тоже защита. Но зачем испытывать судьбу? Обычный предмет для броня для рук. Прочная броня из вываренной кожи, не слишком удобная, но немного повышает силу. Давайте. Я один? Да, одел. Все нормально. Броня для жопы. Ну, это то же самое. Материал весьма прочный. С твоим напором денек продержит. Ну, чуть-чуть мы сейчас статы поднимем. Подожди. Да, все верно. А Трея мала, что, малого нету? Да, малого ничего нету. Что дальше? Рукоять. Оружие. Вы можете заменять рукояти своего оружия. Разные рукояти не только улучшают характеристики, но и наделяют оружие уникальными особенностями. Улучшение рукояти позволяет усилить ее влияние на характеристики Кратоса. Ну понятно. Что мне это может дать? Угу. Короче, наверное, что мы будем силу в любом случае вкладываться. Восстановление меня не особо как-то интересует. При успешном точном броске. Нет, такое себе. Мне больше надо рубить топором. А то придется жопой танковать. Вот это, по-моему, самая такая, да? Руны плюс 6. Ну тогда сила минус плюс 1 всего. Дача плюс 3. Короче, либо удача плюс 3, либо восстановление плюс 2. Они одинаковые, в принципе.
Ну давай. Так. Создание непробиваемого барьера на несколько секунд при ухудшении здоровья Кратоса до критического уровня. Заманчиво хреново. Талисман решительной мощи. Кратковременное повышение силы при ухудшении здоровья до критического уровня. Но это только до критического, когда у него совсем ничего нету, и живучесть у тебя сразу же минус 4. Нет, это сомнительная будет покупка. Подожди. А, это можно улучшить, да? Нет, вот это как раз мы улучшать не будем. Все. Есть чем, но это потом лучше пригодится на более какую-нибудь серьезную броню. Пока в зеленку улучшать, но смысла нет вообще. Я пока как бы тащу. Так что, если уж совсем жопа какая-нибудь будет, тогда да. Чары, повышающие живучесть на 3. Восстановление на 3. Силу рун на 3. Удачно опять. Вообще не понимаю, зачем это. Что за символы? Продать. Пускай это тоже со мной пока все будет. А бабок хватает. Ничего страшного. Ну что, удачной тебе резни. Хорошо. Счастливо. Сюда, наверное, пока еще рано, да, нам? Да. И назад меня вряд ли пустят. Нет, нет, туда. Но я потом сюда могу зайти. А, он же говорил в один конец, да? Угу. Ну вот она, вся карта наша. Ну, небольшая, кстати. Хотя там, по-моему, еще же несколько миров надо учитывать. Пока она практически бесполезна, эта карта. Вот когда мы уже все откроем, какие-нибудь мини-задания там и т.д. и т.п. Давай-ка вниз спустимся, но мне по прямой. Вот, пособираем всякую дичь. Еще одна для коллекции. Чисто далеко не отходя. Да, вот там, где припарковался. А нет, это с другой стороны. Туда нас сейчас вряд ли пустят. Ладно, пошли, короче, туда наверх. Рыжик. Ноги. Что-то это все замесом каких-то попахивает. Я вот вообще не помню. Думаю, сейчас будем драться. Покрутим. Угу. Это просто подъем наверх. Чтобы дунуть. Ни хрена у них это бурбулятор какой. А и он наверх поднимается. Подожди, мы сейчас пока это... Как завещала моя Кокопян, надо, говорит, дунуть, а то фокус не получится. Сначала надо сейчас смотреть, потом будем дуть. Фокус действительно может не получиться. Но мне, как они пишут, куда идти? Нет, все-таки давай дунем. Пацан. Пошли дунем. Не знаю, это зачем, по-моему, эта штука призывает вот этого змея здоровенного. А это что? Рок. Вот Бурбулятор. отверстие. Подаем в него? Не знаю, что случится.
Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только Вот там это правильно, вот это результат по-русски. предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Надо поработать над твоим амбажуром, чтобы дуть можно было классно. Я знал, мы дуем в рог. Нет, мы испытываем твою волю. Воля у меня есть, сколько хочешь. Надо не дуть, а вдыхать. Точнее затягиваться. Чем дольше держишь, тем лучше. Медленно вдыхать. Короче, не хочет малой дуть. Я, говорит, не такая, я жду трамвая. Ну ладно, дунем потом. Рыжик. Будь Боевые навыки Атрей. Атрей обрел уверенность в себе. Когда успел, я не знаю. Теперь он будет поддерживать Кратоса в бою, проводя физические атаки при подходящей возможности. Его способности можно улучшить на закладке навыки. готов. А когда он успел? Мы такого не качали. А, это мне просто показывается, короче. Новый предмет, типа. Ну что, навыки. А у меня есть чего-то качать? Это куплено. Но это не хватает. На 3 соточки надо что-то качнуть. Ни хрена нет. Точно? Да, ничего не хватает. Так. Это. Ну, везде минимум косарь просят тут. Как бы. Да. Вообще скрытые навыки какие-то. Я понял. Давай, малый, ты ж хотел. Не готов. Не ставь. Давай, все, батя в деле. Этого я забью. А эти что, гаврики, у нас ядовитые какие-то, да? Они взрываются ядом еще. Все. Какую команду? Ты давай атакуй. А малого хоть бы хер. Башня приведет нас к горе. Я готов. Ну, чуть-чуть побыстрее у нее начали стрелы восстанавливаться. Уже неплохо. God of War, да, привет снова. God of War. Так, давай мы хлопнем парочку сундуков. Чик. Потом мы идем в дверь, но сначала давай-ка вот эти 2 платформы опустим, посмотрим, что там есть. Я вон там бегал, ящик брал. Смотровая башня. Ну, мне это не разбить. Нет разбить. Долбануло знатно. Бля, это просто был проход, короче. Ну, стой. Короткая дорога. Не более того. Ну ладно. Что по сюжету? Да, мы только змея увидели и все. Сейчас надо в башню заходить. Пока без изменений особо. Надо вот эти еще что-то руны, наверное, да, прочитать. Даже у нас Я не знаю. типа факела Будь у нас какие-то. ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Угу. Это потом, по-моему, он научится читать. Я не могу это прочесть. Хорошо. Да, здесь внизу спустимся. Не думаю тоже, что там что-то прям максимум полезности будет, но хоть что-то.
По этому мосту будем много бегать тоже. Новая лодка. Да. Да, еще рано. Где топор, кстати? Инструмент чуть не потерял. О, здорово. Что это? Отец, берегись! Не могу! Готов, что приказывать? Че приказывать? Стреляй давай. О, двоих зацепил. Тихо. Оп. Нормуль. Там где-то глиста какая-то из-под земли вылезала. Как состоят дела с Альхеймом? Это вопрос или утверждение? Я не могу прочитать. Малой вообще читать пока ничего не умеет. Я не могу прочитать. Так, ну да, в принципе, давай сюда и пойдем. Тут у нас шапито место. Еще один. Как обстоят дела с мировой Альхеймом? Куда больше, чем Без я понятия пока вот. Мы туда только идем, по-моему. думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Змея, вот я вижу телку какую-то за сиську грызет. Собаки воют от этого. Мужик на троне сидит. Руны вокруг. Второй мужик, вот это Тор, да. Я его по молотку узнаю. И там внизу, кстати, подписано. Яник, буква Т, как русская Р. Пошли. Что это такое? Ужасно пахнет. Это яд. Да, а как туда пройти? Бросайте топор, позорные столбы. Ага. Пока его заморозил, путь открыт. Молоток, топор точнее забираю. Все закрыто будет. Почему они называются позорными? От слова типа волки позорные. Пошли, малый. О, По-моему, ранового нет. Сюда как раз и надо. Пойдем. Наверх мы потом полезем. Вот сундучок, который хотелось бы достать. ого, это Дацельбург! Кто? Осторожно! Спасибо. Где это падла? Он даже ее не оглушил, по-моему. Хотя подожди, давай подождем Я немного. готов! Так, давай, малой, стреляй, оглушай ее. Пока нет! Батя порвет. Следи за ними! А ты стреляй, блядь, по ней. Давай ближе. Вообще, я даже не глухануть. Место! Я ее бью, она от меня. Вот падла. Берегись! О, подцепил маленько. Тихо. Давай, малой, добей ее. Почти готов! Давай, ближе. Все, хорош. Тихо, главное, близко не подходи. Новый труд убийства.
Такс. Это у нас что такое? Новый ящик какой-то. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. Откройте мир Муссельхейма. Какого Муссельхейма? А, вот. Метки на карте, да? Метка на карте обозначена различные интересные места. Показ этих меток можно фильтровать по категориям. Вот. При переключении между отслеживаемыми метками на карте нажимайте R3. Башня Ванахейма какого-то. Лавка Брока. Башня Муссельхейма. Так я типа должен вот 4 таких штучки найти, и потом мне вот эту башню можно будет попасть. Я помню, что от змея я к ней. Вот он тут змей, мы тут с ним встречали. И потом, по-моему, я вот сюда подъезжал. Или вот сюда. Нет, я вот сюда подъезжал. Муссельхейм. Да, пока что-то я не могу вспомнить, как это все в целом работает, но ничего. Не думаю, что это будет как-то там дико сложно догадаться. Пока вот они всякими механиками наваливают, а потом это мобилью надо привыкнуть просто. Так, ну и все тут. Сюда можно. Ну-ка. Ну-ка, полезно. Что это было? Воняло ужасно. Твоя Это мать батя. называла такое ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Кратоса, наверное, из бороды просто борщом попахивает уже давно, нахуй, престаревшим. А он про какую-то херню мне разговаривает. Так, а куда прыгать я вообще не вижу. Тут что-то должно появиться. Да хер его знаю. Пошли обратно. Я не вижу ничего, никаких ходов. Раньше R1 зажимаешь, он быстрее это делает. Сейчас всю анимацию надо просмотреть. Все, нам сюда. Прям Донки Конг. Он тоже малой постоянно на спине у другого катался. Подожди, мы же пришли оттуда. А как туда? Ёпа мать. Там, где я был, надо просто вниз было спрыгнуть. А я где-то сбоку ищу проход. Бывает что. Вот это на скрипочке так тревожно. Сик-сик-сик-сик. Опять. Давай. Область открыта. Предгорье. Ого, какой здесь туман. Еще гном. Может, нам... Нет, он нам не нужен. Он нам не гном. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне
очень дорога, и я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Они его для мамки ковали, короче. Зоя умерла? Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Что-то кузнец с него такой себе. Дохлый какой-то для кузнеца. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да. Но из Он так нас спросил, как сегодня будто талант Синий их на я бабки только что кинул. умру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага. Но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... О. О. Я понял, это не от бороды Кратоса пасет Это какой-то что, херней. Это от стопора Над чем ты воняет. работал? А, это... Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Где он только не Добыть был. можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. А чё не дождался починки? Давай сначала мы с ним поговорим. Как ты сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему маме? В лавках Откуда ты появились её камни знал? воскрешения. Она сама нас нашла. Твоя мама была особенная. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу, потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: «Мазурин сэм генгур, эйген вегум ханс». Генгур Айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, Нет, Син. трогай меня! Что? Я не трогал. Ты что? Я потом зайду. Короче, пока мужик там трещал, я почитал, для чего этот камень. Можно носить с собой только один. Ну, один так один. Пока у тебя этот камень, если ты его даже не использовал, Я могу другой сделать уже не что угодно. купить. Ага. Здесь уже получше немножко товарчики. Хотя не очень. Да ну, одна зеленка. Вообще отстой какой-то продается. Все, что угодно, юноша. Вообще ничего полезного, только в минус почти все уходит. Ладно, Ладно, заходите, если что понадобится. все потом. Такое ощущение, что я чуть-чуть как бы опережаю прокачку. Совсем немножко. Либо тут так всегда магазины будут не радовать вообще. Что, уже драка? Малой? Подожди! Так, ниже не мой, давай, а вверх не твой. Почти готов! О, какая падла тут. Отец, я готов!
И чуть не добил, а? Следи за ними! Вот она. Сзади стреляют! Что-то они прям вообще атакуют. Пока нет. Да, мало, ты не хочешь немножко вот того чувака пострелять? Кстати, он какой-то бурный. Блин, с всех сторон что-то какой-то замес. Не дали даже от магазина отойти. Молодец. Все. Кончились? Нет, не кончились. Миста! Ну, как он его через камень попадает? Удивительно. Ну ладно. Что, где-то еще кто-то есть? Вот он где-то... Вот он. Миста! Бля, там даже двое их. Тихо. Прости, я не готов. Прям вот топором в зубы дал. Точнее, рукояточкой. Просто бабки. Так, давай, наверное, что? Осматривать деревья все на предмет каких-то... Вот там ведро висит, вот ведро висит. О. Ладно, по дороге соберем. А вот если таких чуваков сбивать, что будет? Ничего не будет. Ладно. Угу. Дальше пошли. Вон там нычка, короче. Какой-то у нас там есть сундучок, но пока мы это туда не пойдем. Давай мы да, сюда сначала сбегаем. Ай, тихо, 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 не заметил же. А где она? Где эта хрень, которая на него ядом травит? Ну не знаю, может быть одеть что-то надо? Осторожно, я еще не починил. Проклятый привод. Вон Да там что эта с ним не штука. так? Вот где-то тут она. Блин, я отсюда не вижу вообще. Давай попробуем обойти. Вот. Теперь пойдет. Чип. Забирай добычу. Мягкая ткань, то есть сталь всего лишь. Но это все для прокачки. Так, погнали теперь наверх. Ну, тут далеко тоже, кстати, нас пока не пустят. Так, чисто, насколько успеем. Этот сундук закрыт. Тут максимум, по-моему. Да, и вот этот тоже взять не получится. Это Мне надо, химическая типа... колючка. Ее не сожжешь, не разрубишь. Ее надо чем-то взорвать или что-то такое. Может быть, малой как-то научится потом ее разбивать. Ладно, пошли назад. Туда, прям к сундуку. Больше ходов нет. Ну, там только на этот, как его, на гору подниматься. Но это уже по сюжету.
Так, вот у нас еще один такой закуток есть. Стоять. Это собираем. Куда потом? А где я только что же видел? Ах, не попадос. Все гномы странные, как Брок и Синдри. Нет, Почему они не могут поладить? Они же родня. нас это не касается. Я думаю, что Брок и Синдри, Ладно, они не гномы. Ну как-то они не очень гномы похожи. Угу. Надо, короче, символы запомнить, которые у нас на сундуке нарисованы, и потом их на крутилках этих воспроизвести. Давай смотреть, какой из этого. тепло. Вот один есть. Так, ну, короче говоря, перевернутая буква В и Р. Пойдем. Второй есть. Ну, как это будет сделать? Нет, не получится. Типа кинуть раз и потом смотреть, что получилось. А, ну все. Вот и получилось. Да. Пойдете. Ну, пока понятное дело, все эти загадки, они будут несложные. Рог медокрови, легендарный предмет. Вы нашли 2 из 3. Улучшение ярости. Понял, принял. Пошли, малой. Что там? Жрать все? Он, походу, как ведьмак на медитацию присел. На бутылку. Да и все, нехер тут больше делать, полезли наверх. А то там у нас реально мамаша уже испортится Не скоро. знаю. Мы приближаемся к В горе. мешочке. Да, Но еще не очень-то приближаемся. Мы только к ее подножью подошли. Ого! Мы будем идти к этой горе в течение 359 серий. Место! И на разряд, да? Долбанулого. В какую сторону? Я думаю, что сюда, вот если то не по сюжету. Угу. Только сундук и все. Не помню, что в этом месте вообще, вот в этом лесу, надо почаще смотреть на деревья. Там много всякой херни может висеть. вот. Она не хотела, чтобы это открыли, да? Кто она? Кого испугаешь, проклятие? Обычный предмет. Ну давай посмотрим. Ну да какую-то херню дают, вот честно. Ну защита у меня будет +1. Зато сразу силы -9. Ну и куда такое надо? Кратос, наверное, потом после похода может барыжить всякими шмотками на рынке.
Да, еще, по-моему, какие-то загадки будут вот с этими зелеными шариками. Ладно, пока нам туда. Тут ты ржешь. Малой, пас. Я уже готов. Пробей ей Я не щеку. готов. На покер я посчитал вообще. Вот, снова Вельва. Вельва. Я забыл это название. Вельва. Убей ее! У мужчин есть член, а у баб Вельва. Да и похуй, хоть кулаком тресну. Где это Вельва? Берегись. Сзади. Да, похер, я подсчитал. Ты давай, малой, настреливай ей пока. Прости, я не готов. Прощай. А давай-ка вот так. Оп. Блядь, она портуется, сучка. Ну давай, настреливай, малой. Прости, не могу. Мисто. Нет, что-то как-то не очень. Неэффективно мы с ней бьемся. Отец, берегись. Дедушка улетел. Он портуется вообще. Эту штуку Вельва зовут. Вельва это где-то возле клитора. Скандинавский клитор называется Вельва. Ну, половинку рыжику надо ему уже сшиб. Пускай они там воюют, короче. Че мне ее теперь по всем лесам, что ли, ловить? Готов. Просто я только к ней подхожу, она сразу же улетает. Берегись, отец. Блядь, ну вот, Бьешь ее из лука! как это не убьешь ее из лука? Подожди. Потихонечку, да, убьешь. О. А кулаками ты типа ее убьешь. А кулаки также сносят, пошел нахер. Отец. Да, пизду ее, блин. Тихо, тихо, тихо. Эй, Готово. ну-ка, да я мне топором кину. О. Ну ты и Вельва. Тихо. Отойди от него. О, и малой, давай, достреливай. Все. Вельва скукожилась. Чтобы ее раскукожить, надо ей обращаться в институт раскукоживания вельв. Но попортила она мне тоже знатно. Какая-то вот не очень херня. Это рыжик по-любому во всем виноват. Он тут бегает, что-то орет, суетится. Так, давай, вот хпшечка валяется. Чик. Почти full хаус. Здорово, Арисака. Ага. Вот это что за хрень? Не Паша. Ну, потом этой хреновиной можем как-то потом открывать или двери, или что-то такое. Я не знаю, тут дорога разделяется на два. Давай я быстренько сюда сбегаю. Пусть рыжик подежурит. Это, по-моему, портал, да, куда-то? Волшебный замок. Угу. Открывать мы его, конечно же, не умеем. Вот всему рыжему учить надо.
Ну тут уже прям зимний какой-то биом начался. Ну, потихонечку идем к горе мамку хоронить, это тоже норм. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Это я, моя мать. Будет лучше, если ты помолчишь. Это моя мать, я сам хочу ее хоронить. Так, волчара позорный, стой. Волки какие-то больные! Да нормальные волки, да ты больной. Берегись, отец! Стоять, Зорька. Так, ты давай, малой, постреливай. Вот. Видишь, как мы его? 2 смычка, отлично. Да, Командная работа. Это важно. Все, да, пока никто не нападает. Странно. Такая большая площадь и больше никого нет. Еще какая-нибудь ебака вылезет, ну по-любому. Резь. И чё? Может вниз? Да, ну. Ну и куда идти? Такая подстава, просто он стоит, ребенок тупит, ты на ему гранату под ноги кидаешь. Он там стоит до сих пор. Где он? Он подох, что ли? Ребенок, вот он. Я думал, ему ноги оторвал, он такой: Джонни, я не чувствую своих ног. Он ползает просто из-за кустов. Такой юмор скандинавский. Вот так. Не будешь целиться, я тебе под ноги гранату кину. А тут их 2. И швырять я дважды топор типа не могу. Почему? Если я к этим воротам подойду, катсцена сработает по-любому. И нам будет одна большая волосатая вельва. Наручники какие-то. Чародейская накидка. Ну вот как обычно, вот что дают какую-то херню вообще. Все в минус. Восстановление 8. Нужно оно, блядь, как туберкулез вообще. Так, давай-ка вот так. Эти. Вот. Минус 1. Второй. Прижимаем. А там самотык мамаши. Бросок белого медведя. Слабая руническая атака. Стремительный рывок вперед с последующим ударом. Во время рывка Кратос защищен. Ну-ка еще раз покажите. Угу. Но так эффективно, конечно, не получится. Они как кегли никогда стоять не будут. Вот это получше будет тема. Ну тут со льдом какой-то замес еще дополнительный. Но она и глушит у меня побольше. Лед +1, оглушение тут +2. Да, ну похер, короче, ну пусть оно будет. Не знаю, может быть руны тоже можно продавать. Угу. У нас 3 хилки, короче говоря, и этот, как вам, капсулка с этим, как вам, ярости. Это все не просто так. Сейчас снова будет кто-то дрючить чуть-чуть. Я же говорил. Отпусти его! Он мне сейчас руку откусит. Малой, дело встанет. О! И глазом расковырял. На нахуй.
И все, что ли? Все чудовище? Отец? Угу. Подожди, а тот-то не встает? И тот встает. Приготовься. Понеслась. Так, окей. Мотаем тогда вот этих. Стоять. Сейчас мы тут все выльвы устроим. Надо как можно быстрее всех размотать. Так, подожди. Хлопаем пузыречка чуть-чуть. Да стой ты. Так, пацан, давай добивай. Ты не туда стреляешь, чувак. Блядь, рыжий. Все, теперь того. Пока нет. Да, у него уже полздоровья кончилось. Место! Ну давай. Бам, бам, бам. Уже можно идти. Угу, иди. Малой дезертир. Батя ему дал, поэтому говорит, я пошел. Пока нет. Это директор завода. Может быть, либо булочного. Вот, сейчас мы ему пиздачок расковыряем. Оседлать можно его. Замечательно. Он орет, пидорас. Это типа так? Пидорас. Пидорасина. Нормально. И покататься успели. И пиздячек всем навешать. Да не сыты. Все, он уже холодный. Огр? Здесь? Кто это построил? Это был огр, да? Ну, огр так огр. Бестиарий обновлен. Символ истины. Редкий предмет чары. Чары повышают силу и силу рун на 3. Это, по-моему, что-то может быть интересно. Где это находится. Арта целиком. Блять. Что-то херни понаворотили, потом разбирайся. Чары. Тут где-то чары. Нет. Кстати, у меня есть, да. Давай-ка не щит. Мы что-нибудь из... Нет, не щит. Давай-ка мы что-нибудь с топора почнем. Прицельтесь все удерживайте, чтобы зарядить. Ну, такое. Давай-ка ближний бой мы что-нибудь. Удар палача. Как это работает? Забавно, но... Так. Вот это интересная вещичка. Давай-ка приобретаем. Танцуют все. Ледяная гордость. Серия слабых атак, завершающая одной сильной для выполнения. Угу. Она поэтому, как вам, по площади бьет, так что нормально будет. Если у тебя будут проблемы, он по-любому партии был. Ну, тут таких до хрена будет потом, естественно. Потом, не знаешь, тебе будут, короче говоря, там 2 таких клоуна подкидывать. Где какие-то чары? Что за чары? Где я это собрал? Охуй, короче. Серебро. Это что?
Замерзшее пламя. Легендарный предмет, сверхъестественный материал, сочетающий пламенную ярость и ледяную закалку. Возникает на местах великих битв. Используется для улучшения топора. Это дело хорошее. А сейчас это можно сделать? Нет, походу надо к этому, к какому-нибудь из гномов подойти, и они мне качнут. Надо вообще малого бы прокачать, желательно. Ну, что это такое? Вот, подожди. Перейти к гнездам. Извлечь. А здесь? Здесь гнезд нету. Давай гнездом извлечь. И что? Вот. Это лучше как раз. Я наконец-то нашел то, что я искал. Какую-то синюю петушку вставил в зеленую петушку. Сила плюс 3. РПГ элемента. Мать его. Все равно я сюда больше не вернусь. Забираем отсюда все. Потом эти чары надо будет выковырить, какой-нибудь синий шмот качнуть уже. Или вообще фиолетовый надо искать. Область открыта. Горный лагерь. Ого. Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. Почему мама хотела тут, чтобы ее прах развеяли? По-моему, если слишком быстро на большую гору подниматься, то у тебя, короче, может немножко кисонка случиться. Пейзажи красивые, это без базара, но почему там неделями просто на Эверест забирается, чтобы не подохнуть элементарно? Причем, по-моему, есть такой негласный закон, короче говоря, у альпинистов. Если ты типа подох, то тебя не идут спасать, потому что они тоже могут подохнуть. Кисонка это вообще, кстати, когда кровь закипает. Нет, это, по-моему, если ты быстро слишком по воде поднимаешься. Бодвиг запутался в корнях. Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно. Вообще похую. Потом эти, короче говоря, растения оттуда свалят. Сначала чисто вверх идем. Мы сейчас, наверное, только полчаса будем сюда подниматься. Это дым? Да какая-то Почему скверная. ты не устал? Может, потому что он бог войны немножко? Ну тут кацана, я хотел еще направо сходить. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну Согласен. вот, ведьму бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия А это бессильна, курва следит и за нами. обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Свинью, что ли? Черное дыхание — это искаженная магия, даже я не могу ее рассеять. Ну и Только насколько чистый здесь свет нужна вообще? Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь. Мы чуть не Кто-то убили претендует твоего на друга. место мамаши? И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Она босиком, что ли, бегает? Путь к горе выполнен. В смысле выполнен? А мы еще мать не похоронили. Эй, ну ладно, туда не Мы пускай. идем в Давай другой сейчас. мир?
И ты с нами? Грешница позор. ненадолго. Лишь ненадолго. Ну, я говорю то, что она что-то темнит. Сначала дорогу показала, ну, какую-то сомнительную. Потом выпрыгнул откуда-то вообще из-за кустов. Хотя всю дорогу мы даже о ней не знали. Босиком гуляет. Это тут нечисто. Ей, наверное, надо бледный хер за щеку. Да, она все расскажет. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гном у подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Не знаю, первый гном Просто прикольный. поверни. Он ругается постоянно. Вот, видишь? Мы сейчас съедем прямо вниз. Куда я начинал. То есть мы, получается, просто поднялись, чтобы потом близко спуститься. Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем, и Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Точно Змей босая. остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. А я верю, анонсировали 9 ноября. Знаешь, грозились а мы перенести говорили с игру. мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально. Ну да, не весело. Так надо, чтобы кто-то его знал по-любому. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. И перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты? Сейчас покажу. По сути, разрабы, немного сэкономив ресурсы, Лиоста! Ого, он твердый. Эльфы строили. разрабы, немного сэкономив ресурсы, гоняют тебя по одним и тем же локациям. Тудым-сюдым, и все. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой, он не исчезнет под нами? Нет. Нормально, пока свет малой, не свободно ссы. бьется. Идем. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так, мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Так он всех уничтожил, типа в Греции. Естественно, уже не бывает. Что, мне открывать? Хорошо. Что, мы куда прёмся? К змею или к бульбулятору? Великанов и отсюда мог отправиться в любой из 9 миров, прекращая вражду между ними. Что-то Мгм. не прекратилась вражда. На нас везде нападают. Особенно мертвяки всякие. Восставших мертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Нет, мы дальше бульбулятора Остались несемся. разбойники. Эти выживать умеют. По-моему, она сейчас нам должна вот этот лук отдать. И потом мы будем Внизу с помощью лестница него направо. чуть дальше проходить.
Вот лестница направо, и там потом вот какой-то кристалл был. Вот тут. Эй, еще один световой кристалл. Угу. Ждите здесь, а я разбужу свет. Лиоста, Получилось. А что мы делаем? чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Вот это? А, вон тут. Надо колесико обратно ставить. Хорошо, задвинь ее на место. Теперь выровняй колесо в колее. Вот как без мужика в доме, да? Все. Хорошо, теперь толкай мост по колее. А вперед или назад? Значит вперед. Да что ты? Не Во, Весь толкает. мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого, ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня Как будто у сильный. нее есть выбор. Насчет мертвецов. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воскрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Все, приехали. Сейчас мы Отлично! потопаем в другой мир. Поднимайся! Мы готовы! Впечатляет. Нормально. Ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Че не в те? Кто строил храм Тюра? Ты что, зря толкал? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Туда, значит, я потом пойду. Гнома тут уже нету. Лиоста! Тетива уже не сияет. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Ее надо зарядить. Дай мне И... лук. А в магазине так можно стеночку приподнять? Как получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. Ну какая баба. А какая женщина. Все Ты умеет. разве не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Биврёста. Комната перехода. Что там? Отправьтесь в Альфхейм. Тут ничего собирать не надо. Сейчас тут все загорится, по-моему. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Тоже что-то хаба Как это местного. работает? Вам нужно это. Биврёст. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Биврёст сюда. Мог бы аккуратненько вставить, не Что долбить, теперь? а вдруг сломает. Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни 9 миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера,
Все 9 миров тесно переплетены, и все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхейма в Биврёсте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров, а мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем Красота-то созданиям какая. на его ветвях. Лепота. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. В Альфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Ну все, я понял, давай дальше крутить. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Как я это сделал? Переход в Мы мир. готовы. Не забудьте взять Биврёст. Его нельзя терять. Теперь мост кто будет изменит тогда? направление. И откроется мир между мирами. Мгм. А кто будет тогда крутить? А точнее, давать остальные руны. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Биврёста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь между мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Такие дела. Не вышло. Мы все еще тут. За мной. Биврёст погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Биврёст не получит свет Альфхейма. То Мгм. есть мы застряли. У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. То есть там что-то в Альхейме нужно будет ломать, раздобыть какой-то определенный свет, чтобы мамку только похоронить. Понял, принял. Так, стой, нам тут дали это навыки. Нам тут дали много-много полезной экспы. Давай удар палача вкачаем. И вот это вот качаем. Просто тупо по порядку. Это пока закрыто. Дальний бой. Ну, давай, наверное, пацанчика, да, чуть-чуть качнем. Пацана никак. Почему? Подощит. Это можно качнуть. Вон сколько делов можно понакупить сразу же, да? Отлично. Просто за то, что ты мост покрутил, 2 с хером экспы дали. Красиво тут у нас. Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет, он едва виден. Мгм. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет, Надо туда добраться. нет.
Проклятие, так Что быстро. происходит? Все, ее домой утаскивают. Просто нужно шагнуть в свет. Будьте очень осторожны, чтобы не попасть. Вау! И улетела. Она не погибла. Правда? Она просто домой улетела. Нет, вряд ли. Идем. Должен же кто-то пояснять за лор. Моргана Фримена я тут не Держись видел, рядом, так что ничего не трогай. только она. Так, а держись это что? рядом, чувак. Батя говорит, держись рядом, это сразу же полез. Так, а это что? Ничего, говорите, сказали не трогать. Что это за петушка, правда? Она еще пульсирует все. В этом наросте что-то светится? Ага, надо туда долбануть. Похоже, ты это убил. Не благодари. Наверху. Я думал, по этим штукам можно ползать, но нет. Чего наверху? Ого, а это что? Это это не что? наше дело. Соберись. Коротко и ясно. Не лезь, блядь, не в свое дело. Тут какая-то была жесткая бойня. Пацан, наверное, руны вот эти сможет прочитать. Ну-ка, иди читай. Пойди сюда. Батя неграмотный. Что Батя написано? только расписываться умеет. Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Вечная война ради торжества света, того самого света, который нужен нам для Беврёста. Из-за нее происходит много. Подожди, карта. Карта. Ну, тут какая-то петушка нарисована. Войны. Нам прямо надо ебать. Давненько мы, кстати, ни с кем не дрались. Сейчас скоро нападать будут. И бить. И бить нас будут. Все, туда явно не пройти. Рыжик. Ноги. О, я помню этих Они мудаков. убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Темный эльф! Мудовые, кстати, чуваки. Ну, темный эльф. А ты стрелять вообще умеешь? Берегись! Ой, ща батю размотает. А где пацан-то вообще? Я его уложу! Так, ты давай, пацан, укладывай, не стесняйся. Чик. Батя тут эльфов убивает, истребляет просто. Прости, я не готов. Тихо. У него второй левел. Оп, батя в здании. Добивай. Готово. Почему они нападают? Прикольно Ничего то, не что делают. можно комбить одновременно с пацаном. Будут еще. Ты делаешь свое комбо и одновременно прожимаешь выстрел. Откуда взялась эта гадость? Пацана нам надо качать по-любому. Все, собирать больше нечего. Дальше пошли. Тут надо на перспективу так встать, чтобы одним ударом снести обе эти гланды. Вот так. Оу, Что ты сказал? Нет. Нет, ничего. Ладно. Это шмотка какая-то.
Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Да это фрагмент шифра, чё, потом уже что-нибудь будем делать. Вот этот Муфельхейм Ну, какой-то хотя там. бы ближе к свету. Это потом открывается. Стой, это Синдри? А гном уже тут? Метки компаса. Если компас стал золотым, значит цель где-то близко. Внимательно осмотритесь в поисках подсказок. Подожди, малой, ты не иди пока к этому Синдри. Нужно опять на перспективу топорик бросить. Вот так вот. Чик. Смотри, там на берегу лодка. Поплыли. Подожди ты, подожди. Вот, блядь, торопыга, а. Он беспечно, как возле тебя суетится. Суету навести охота, короче. Вот такой прыгает. А давай это, а вот это смотри. Вот, а вот тут, а вот тут. Он, блядь, надоеда, а. Из-за него хочется как-то все это пробегать быстрее, короче, меньше осматриваясь. Сказали же, давай посмотрим сначала, подойдем к этому мужику. Поговорить Ты сначала. опередил нас. Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать... Я думал, у него шмотки какие-то изменились вроде. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Короче, у тебя кузнец портуется между мирами, но это объяснили просто как. Это магия. Вот все. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Нам к лодке надо. Давай попробуем посмотреть, что-нибудь может качнуть. Осень это пора, да. Пауэр. Сила ни хрена себе как подрастает почти в 2 раза. Больше не давай это моему брату в руки. А если Отлично. все скажи ему подольше отпускать. Даже мне Заугра, по-моему, этого дали. Так, нагрудная броня для бедер, рук, рукоять топора, по-моему. Давай посмотрим. Нет. Нет. Мне чисто силы интересует. Удача -3, но силы +4. Остальное херня какая-то. Ну, давай, наверное, так, да? Чуть-чуть поменьше будет. Чуть-чуть поменьше у нас будет удача, которая, ну, мы, если что, можем эту удачу потом поднимать с помощью других каких-то ресурсов. Так, талисман вечной ярости. Везде все силы по 6 прибавляют, кроме вот этого. Но это я не буду качать. Броня вся зеленая, так что... Да, она не добавляет ничего. Да, херня какая-то. Я просто хотя бы зайду, отмечу это дело, чтобы она потом не светилась как новая. Улучшить. Не-не-не, даже... Она даже теряет при улучшении больше, чем... Я не буду это качать. На зеленое. Херня, короче. Чары. Я не знаю, как эти чары нормально действуют. Все, в принципе. То есть я, получается, топор себе качнул почти в половину.
зайдя вот в этот новый мир. Так, давай, наверное, сейчас перекур. 3 минуты. И будем плыть куда-то там по сюжету. Ой. Так, отметил. Стой, еще и навыки, блядь. О. Новая пачка навыков открылась. Но теперь мне на них точно не хватает. Все по 1,5 стоит. И качаются они все по очереди. Требуется предыдущий навык. Ну ясно. Постепенно будем сначала топор ближний и дальний бой качать. Ну и так чуть-чуть пацана подтягивать. Щит как бы вроде, я думаю, пока не особо к успеху. Давай перекур 3 минуты, сейчас я подойду. Все, поехали дальше.
Что сказал? И я молчал. Правда? Ну ладно. Малого подглючивает постоянно. Что ты сказал? Как Кратос, наверное, потихоньку попердывает. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Так, подожди, нам не сюда. Нам туда надо переть. Погоди-ка. Внимательно тут. Обшастать все. Вот и сюда можно плыть. А, ну это просто в обход, да, то же самое. А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? О, Голоса! первый Ты их приход. не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Такие дела. Все, отпустила, поехали дальше. Нам еще 300 метров шарашить куда-то. Вообще Смотри, малой должен может, грести, а поздороваемся? батя отдыхать. Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Что-то они не очень на Нас дружелюбных это не похожи. касается. Какие-то привидения были. Тут можно остановиться? Лысый, ты вылезать не хочешь? Нет. Что-то как-то тут подозрительно тихо. Погляди, наверное, это и есть храм. Нам туда. Озеро Света. Но, мы для начала. Давай, наверное, все вот здесь. Быстренько прошвырнемся. Может, какие-то секретики, Жаль, еще эльфы не что-то могут всё есть. уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь рыбалку глазами собрали. ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет. На время или навсегда. Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Сейчас малой червей доест, и домой пойдем. Соберись. Почти готов. Тихо. Над тобой, Они тут третьего ловила. Господин. Молодец. Молодец. Не могу. Все. Зачем мы сюда приперлись? Надо, чтобы малой стрелял, походу. Я не знаю, какая-то хрень, по-моему, сюда рановато. Ну ладно. А вот там что за чучело ходит? Вот сундук вижу. Что такое? Нормально, сейчас ушатаем. Это драук. Я не готов. А я готов. А мы его прям на подлете нападаем. Ой, как мне в челюсть тут долбануло. О, размотали толпой. Но он меня маленько покоцал. Давай-ка мы тут ППшечки-то возьмем. Разок-то мне в челюсть прилетело. Вот тут у нас какой-то подъем или что-то такое. Пацан залезет, интересно, или нет? Нет, высоковато.
Может, обход какой-то есть? Хацельвурм! Низко! Я Ты не давай там готов! постреливай. А чё у него? Давай глуши. О. Так, не разрываем этого бедолагу. Я готов! Я он ему напинал. От души душевной. Никого больше нет? Нет, кто есть, по-моему. Следи Вот за он. ними! Еще один. Я прямо из-под земли долбанул. Все. Ну-ка давай, постреляем. И рак, она обратно срастается. Надо где-то встать, по-моему. Возможно. Вот тут. И вот так. Подожди. Да. Он как Спанч Боб. Я готов, я не готов. Я готов, я не готов. Так всю игру. Да-да. Сильная руническая атака, 3 мощных удара, подбрасывающих врагов в воздух. Урон большой. Да давай. Это синяя какая-то пижня, так что я думаю нормально. Нам пойдет. Я что-то уронил. Это надо с лодки брать. И здесь надо глянуть как-то на перспективу, чтобы херануть топором. Но он вверх-то явно не полетит. Блин, ну попробовать можно, конечно. Ну такое вообще. Не. Это надо как-то по-другому. Может, сверху где-то запулить. А может быть вообще типа... Нет, подпрыгивать тоже не выйдет. Давай сюда сходим. А тут закрыто. Крепко заперто. Да. Согласен. Бля, как же эту штуку-то делать? Такое ощущение, что надо вот как-то... Может, вниз долбануть? Нет, он вниз не падает. Только так. Максимально близко подойти. Две. Ну-ка, а вот так. Почти. Ее надо на возврат топор ловить. Эту мы так кидаем. Вот. Ну, почти, кстати. Вот, все. Круто! Потому что на возврат топор может лететь сверху вниз. Все, решено. Ну, денег немного дали. Кусок чешуи мирового змея. Для прокачки пойдет. Сейчас садимся на лодку и проплываем вот прям внутри скалы этой. Оттуда тоже что-то упало. Сам толкнул бы лодку, что ты? Что Что там это за хрень? внизу? Подбираем. Это какие-то трофеи. Щукаря пойму. Золото Эгира. Что ты хотел рассказать про войну? Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по 2 причинам. Ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы.
Все? Так, ну давай. Как-то он странно гребет, конечно. Надо вот в центр, конечно. Ну давай мы сейчас еще вот по краешку тут оплывем. То ли мосты какие-то надо строить или зажигать что-то. Кусок фекалий. Вот вам немножко змеиного говна. Качайтесь. Качайтесь, не обляпайтесь. Ну, малой по-любому влезет в говно. Он же дебил. Вот еще какая-то хрень. Святилище светлых эльфов. По-моему, такой же. Полуостров какой-то. Гляди в оба, сын. Тихо, пацан. Осторожно! Давай, 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 прям в очко и напихивай. Сзади. Еще? Отец, я Нет. готов! Мистер! Бля, они редкие, как понос. Где они? Где-то там. Огонь над тобой! Стреляй давай. Вон там еще один петушар. А я что, заглючил? Я готов! Мистер! Не, пацан прям сквозь текстуры херачит. Молодчага вообще. Туда куда-нибудь постреляй. О. Одну падлу зацепил, вторая подлетела. Драугер! Блять. Давай, вот так, бля, только раскрылся. Так, я его апарировал. Ладно, постреляем. Прости, не могу! Прощаю, прощаю. Так, тут, наверное, так же надо, да? Типа, чик на возврат. Только встать надо вот сюда. Нет. Может быть... Вот. Нет, тут 3 их. Значит, швырять надо ее прямо вот отсюда. Что за хреновина? Ага, и она временная, кстати. А как наверх подняться можно? Вот тут тоже, вот как обычно в этих готом-фарах ваших. Тут 2 таких малых пролезет. В каждую ячейку можно по-малому засунуть. Голова пролезет, все пролезет. Но нет. Он не заходит. Да, тут бесполезняк, Эй, короче. подожди! Тут надо что-то как-то или время замораживать. Ну, блин, я не знаю. Вот если я открываю, малой то даже не проходит. А может быть топором швырнуть куда-то? Нет. Не знаю пока. Потом сюда придем. Что-то 4-я часть не такая кровавая, как 3-я. Она, знаешь, такая, как бы в инвентаре покопаться, шмоточки поподбирать, покататься на лодочке, с малым потрещать. Она, знаешь, как вальяжная такая. Тут не такие, ну, много так замесов нету. Тут, допустим, 3-я сразу с пиздюлей началась. Синдри сказал, мама была воином. Боссов Она было тоже много. воевала? Вроде того. Как-то вот. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она.
Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? Не сейчас. Потом закончим. Четвертая Ого, часть, она в тут тоже динамике есть чаша с просела песком. по сравнению с третьей. Что там сказано? Она не такая Без меня динамичная. или во мне только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. Надо искать. Назад в лодку. Я говорю, вот прям геймплей и инвентарь, и то, что хаб появился, из которого ты можешь разные миры посещать. Это вот прям Darksiders 2 галимый. Только, естественно, графон накрутили, тут Кратоса добавили. Так, Так Брок и Синдри выковали топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. диалог прервали. Пятая Осторожней. будет как Что четвертая. они делают? Угу. Мост Надо исчез. бы Они пизду эту накрыли этим разломать. кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Мгм. Берегись, темный эльф! О, здрасте. Пока нет. О, малой его оглушил. Давай-ка мы навалим. Четвертая, точнее пятая будет такая же, как и четвертая, потому что четвертая продалась успешно. Враг убит. Всем зашло и так далее. Если бы она не окупилась, знаешь, как-нибудь, либо там еле как бы продалась, и все бы кричали то, что третья лучше, то пятую бы сделали как третью. А так раз всем зашло то, что она так и будет. Такая же. И прям узаконили, скажем так, геймплей, РПГ составляющая. Третья часть это вот типичный слэшер. Четвертая часть это вот слэшер с элементами РПГ. То есть не чистый слэшер уже. А вдруг мост можно починить там? Больше головоломок, больше ящиков, больше шмоток, причем бесполезных шмоток. Прокатичка какая-то, наверное. Ну так вот все. Так, надо как-то мост, да, починить, говорит. По-моему, тут вот у нас Валькирия сидит, это раз. Ну, тут самые серьезные испытания, это вот Валькирии. 48 штук. Что надо делать? Отец, подойди. А, крутить надо. И вторую надо как-то штуку эту поднимать. Все? Максимально Вроде что-то поднять. получилось. Кажется. Э, Вперед! О, еще пачка мобов. Еще чуть-чуть. За тобой огонь! Быстро! Ой, что-то с него выпало. Подбираю. Я готов. Ну вот, он взял, улетел. Почему они нападают на нас? Потому что мы чужаки. Хилов тут еще, кстати, много выпадает. Ты всегда как бы бежишь, ну, по крайней мере, пока что. Ты всегда бежишь почти с полным здоровьем. И нет такого, то, что у тебя осталась петушечка, и ты там пытаешься хоть как-то выжить среди мобов между сохранениями. Тут автосохранение, тут постоянные хпшки валяются. Так что... Стой.
Если сложить вот так, похоже на руль. Ближе к казуальному. Бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Вот. Шли назад. Где она? Вот тут. Так Брок и Синдри выковали топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Пока забудем об этом. Нужно идти пешком. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Нарисуй. Че, малой? Опять Мальчик. глючит. Мальчик. Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет, Ты хочешь что-то добавить? угорь. Малой просто боится, то, что его в детский дом отправят и все. Поэтому он совсем Что? соглашается. Че это, Ого, проход? Что мы нашли? Отец, Да. те голоса. Я... У их было малого сложно частенько разобрать, тут но приходят. Я уверен, что слышал Они голос. будут до конца игры. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Это другой. Какие рога? Назад, быстро. Это северный олень. Это не к добру. Да ладно. Берегись, сзади! Отсвидули. Темный эльф! Да ладно. А я думал, тут с жуками борюсь. Малой вообще тут никогда, кстати, не затыкается. Он пиздит, когда мы идем, он пиздит, когда мы деремся. Постоянно бла-бла-бла, бла-бла-бла. Огонь! Берегись! Следи за ними! Да, вот там этот драгор. Он может как бы напихать. Так, давай-ка вот так вот мы сделаем. А то что-то начинается какой-то замес. Больно и дохуя тут. Уже поменьше. Почти готов! Всего лишь 3. Вроде мобы чем бесячие, то что вот они с этого потолка прыгают на тебя по очереди и добивают. Восстановите мост. Священный круг. А те, что упали, просто сдохли. Окей. Там у них здоровье еще тьма была. Давай сначала мы тут все осмотрим. Анимешку сделать. Аниметяны будет вместо Кратоса Genshin Impact. Нет, Genshin Impact это вот прям MMORPG прям какой-то. Тут скорее, знаешь, чем-то, наверное, даже по визуалу немножко похоже на такого. На Uncharted 4. God of Impact.
Надеюсь, такого не допустят в 5-й части. Может, пойдем дальше? Но они там уже какого-то жирного Тора лепят, знаешь. Уже что-то такое, какое-то странное. Тучки сгущаются над проектом. А как этих мобов отсюда выковырять? Эта штука сломана. Ладно, пойдем во вторую. Может, там можно что-то сделать. О, ППшечка. То есть пока, ну вот я не знаю, не помню как потом, но пока ты просто вот бежишь, 3-4 моба, ну хорошо, какой-то там 5 мобов у тебя замес. Ты только этот замес закончил, сразу тебе полностью восстанавливают здоровье. Готовься. Что? К пиздюлям Вот готовься, готов. что? Так он, по-моему, всегда готов, не? Он орет об этом постоянно. Вот. Если тебя мобами не заваливают, то их они распинываются по чуть-чуть или вообще на раз. Надо как-то вот... Ну давай так зашвырнем. Хуяк, она обратно стянулась. Мгм. А это вторая. Может быть на потолке где-то третья. Ты че не сделал ни хера? Рыжик, что делать? Ну-ка скажи-ка. Может еще надо эту штуку покрутить? А все, она не работает. Вот такая дыра здоровенная, ну запихни ты туда малого, пускай зубами разгрызет эту пуповину, а ты со второй стороны стреляй, все. Загадка решена. Блин. Ну хер, наверное, у меня кроме вот этого вот никакого угла обзора больше нет. Хотя подожди. Мы ее втыкаем вот сюда. Но топор-то дергаем вот отсюда. Чик. Тут надо просто смотреть, как он в обратку полетит у тебя. Что далее? Сильная руническая атака. Рубящий удар, запускающий небольшую вертикальную волну, которая наносит средний урон от холода. А вот оно мне надо. Руны рунами как бы, но давай-ка мы сначала навыками займемся. Я думаю, сначала может ближний бой полностью прокачать. Хотя... А у малого можно что-то еще качнуть? Удушая врага, Трей может применить серию приемов, если Кратос отбросит противника достаточно далеко. Ну он прям как Леголас, блядь. Скорострельность, увеличение урона от стрел. Ну... Пойдет. Малого тоже надо как-то плюс-минус равномерно прокачивать. Я им нет-нет, да это пользуюсь. Пусть он сразу уже уж лучше выносит. Так, сюда мы явно не спустимся. Дальше. Угу. Я, кстати, немного помню эту загадку. Тут надо сейчас будет крутить вот эту хрень. А эти штуки будут подниматься и опускаться что-то. И надо будет быстро кидать топор. Вообще не туда надо. А может быть мы по низу пойдем. Сейчас посмотрим. Сюда никак, да? Вот не хочет он.
Может, ползать умеет, он пойдет, что нет. Здесь тоже никак. Да, тут трава мешает. Ладно, давай крутим эту хреновину. Есть резон нам вверх. Вверх она не идет. Тогда вниз. Это максималка, да? Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Угу. Первая руна, по-моему, вон сзади меня будет. Допустим. Отходим, смотрим, что открылось. Ого, хитро. Я могу рукой это Очень разбить? хитро. Да. Дальше. Вторую разбиваем. Чисто! По-моему, третья все-таки у меня где-то вот за спиной, она там ниже будет. Главное, что они назад не возвращаются, и слава богу. Это работает только с колокольчиками. Да, и там в самый низ надо крутить. Чик-чик-чик. Все это максималка. Тут замораживаем. Оп. И вот здесь разбиваем. Ну, вот тут примерно все такие загадки. Как-то так. Какие-то чуть сложнее, какие-то чуть проще. Там. Раз на раз, короче говоря. Нет такого, что ты знаешь, там сидишь и над загадкой пялишь, там, блядь, ну не знаю, 2 часа. Это чисто на уровне этого яблока, да. Все чисто на уровне этого, блядь, инстинкта решается. Все, пошли дальше. Но ты был неправ. Да, Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Я так понял, то, что это, если хреновину покрутить, то все остальные повылезают. А заморозить надо вот эту штуку. Я отсюда пришел, да? Угу. Давай мы глянем тогда только открытую сначала. Амуру. Красиво, но пусто. Хорошо. Вот еще проход. Угу. Ну, так же. Чик. Куда мы потом пойдем? Давай с этими мобами поприкалываемся. Они вылезают, я просто не вижу. Нет, слушай, не полезли. Ни одна клетка вообще не шевельнулась. Ну и хер бы с ним. Да, хер бы с ним. Может, потом как-то они откроются. А потому что еще и сзади тоже то, что мы там где были. Все, красава пацана. Упал.
Пацана дай. Причем у меня ярость вообще не кончается. Но, возможно, у меня время кончается. Он не думает пойти спасать пацана? Ему потому что сейчас скорее глаз проколят, пока он тут с мобами воюет. Все? Да, вроде все. Держись, мальчик! Сражайся! С кем? С темными эльфами двумя? Давай, лысый. Беги, сын! Ваш перс не сломал. Тут ее моментов, кстати, вообще нету. В трилогии надо было вечно прожимать что-то. Тут про это забыли. Давай, что-то он не про вагину кричал. А не блочат тут что-то. -1. Да, он орет, я не утка. Давай, лысый, добивай уже ты. Недотыкалка какая-то. Не благодари. Используйте ХП, чтобы приобрести навыки. Я же недавно вроде тратил. Либо за них так много дают. 456. Так мне ни на что не хватит. Может быть, щит надо чем-то качнуть? Да, нет, мне ничего не хватает. Либо игра мне только вспомнила, что надо мне напомнить. Надо качать навыки. Не знаю. Куда мы прибежали-то вообще всей гурьбой? Вот где-то отсюда, да? Тут не перейти. Да, тут я вот толпу разматывал. Тут ее зарядить надо. Чтобы ее зарядить, надо сначала весь этот уровень пройти. Тогда у пацана появится способность. Так. Давай, наверное, мы в эту дверь не пойдем. Мы сначала попробуем этот сундук открыть. Надо вот эту пижню, да, сломать? Она срастается сразу. Тогда так. Нет, слушай. Вообще не влияет никак. Ну, кроме вот этой штуки, я тут ничего не вижу. Может быть, их две тут? Да, нет, одна. Она как-то не влияет, по-моему. Странно, но нет. Хорошо, дальше пошли. Тут тоже прохода нету. Значит, мне только в золотую дверь вот в эту. Сам там что-то кряхтит. Где рыжий? Бля, ему поводок, я думаю, нужен. На шлейке надо рыжика таскать. Далеко нихуя он портанулся ко мне. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да.
Я все жду, когда они на меня бросаться начнут. Видимо, потом. Нужно вот это ворота эти активировать. Что это, лифт какой-то? А это, походу, вторая часть, да? Это пиздулы, которая держала тот сундук. Тут еще. Ну-ка, давай. Чик. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. А вторую часть отрубить не надо? Ну тут замес явно будет с этими с эльфами, вот с этой вот щупальцей. С этой вот. Мы прям к ней идем. Уверенно. Других секретов никаких я что-то не вижу. Ай, блядь, малая, ну что ты как это... Причем таких щупалец будет, по-моему, побольше, чем одна. А? Просто издалека малой глушит, а ты подбегаешь и добиваешь их. Вот и весь расклад. Если будет побольше стрел, Подожди. он просто будет их очень быстро глушить. Берегись, отец. Покуха. Сын. Да, он просто... Я даже ему ударов не наносил, он чисто их стрелами захерачил. Сверху, берегись. Он стреляет. Я не вижу. Все. Не готов. Место. Вот. Вообще элементарно все. Это древний. Так, а вот с древними надо... Бей в слабое место! Прости, я не готов. Как-то его по-хитрому надо мочить. Отец, берегись. Может, в очко ему надо долбить? Нет, Уже можно идти. стой. Надо похилиться. Почти Все, я готов. вспомнил. Я вспомнил. Мне нужно им топором туда захерачить его. Огонь! Окей. А что он взял-то? Ого, невероятно. О, шикарно просто. Ай-ай-ай. Он раскрылся. Давай. Да подожди ты, давай, у меня жизни нету. Вон, хпшечки, кусочек. Так, ну давай. Бам. Следи за ними. Тут малой вообще, кстати, бесполезен. Давай, 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 давай. Огонь! Берегись. Долго мочить придется. А, насмерть ебнула. О, отец. А чё он у меня? Я же покупал эту херню с воскрешением. Чё он ее не использовал? Ну, как хотите. Берегись, темный эльф. Место. Получай. Готов, жду приказа. Место. Хорошо, продолжай.
Я уже готов. А еще не все? Что древнего надо? Пока нет. Ну, нормально. Это древний. Давай потихонечку, сейчас мы его забодаем. Бей в слабое место! Ну, Огонь! с них камни вылетают, по-моему. Ему нужно камнем долбить. Ты отбил кусок. Это можно использовать! Так, подожди, сейчас мы используем. Давай. О. А все, кусочек исчез. Ну вот. Ну-ка. Давай, открывайте. Слабое место. Бей его. Давай. О. Нормуль прилетела. Давай еще раз. По два куска выходит. Давай, открывайся. Ну, чё ты? Еще два. Чего два? Блять, эльфы прилетели. Низко. Ну вот нас вообще как-то не хватало тут. Да я вижу. Он раскрылся. Давай. Блядь, некогда. Я не готов. Блять, этот тут же в жопу стреляет тебе. Они оглушены. Так, давай тогда быстро вот мы этого добиваем. Во время добивания у тебя проигрывается анимация, тебя не бьют. Я готов. Ай, ладно, похер. Да зря рискнул. Отец, ты сильно ранен. Я вижу. Огонь! Берегись! Блять. Второй раз он ловит на этой пирне. О! Он наконец-то вспомнил то, что у меня эта херня есть. Блять. Короче, эти хилы вообще ни о чем, а стоит косарь. Стой, добивание. Мне повезло, то, что тут решили все-таки до конца хп меня не мучить. Огонь! Берегись! Так, стоим. Тут прям надо в секунду ударить. Нет. Чисто! Да, это не подойдет. Жду команды. Бля, нам по подаче осталось. Все, готов. Он оказался слабей. Наконец! Обломки древние, 5 штук. Ага, началось. Прикрывай спину. Мягкая сталь. Рубленное дерево. Серебро. Сердце древнего. Но это для прокачки все. Все полезно.
Разбитое сердце Альхейма. Редкий предмет, чары. Уменьшение урона от всех атак темных эльфов на 12%. Суммируется до 36. Это если их трое, то с каждого по 12% тебе капает. Не знаю, тут, по-моему, особо-то эльфы не мучают. Наверху что-то есть. Слабая руническая атака, стремительная круговая атака в ближнем бою, раскидывающая соседних врагов и наносящая значительный урон. Ну, давай посмотрим. Так-то штука прикольная. О, это как гораздо хуже. Да, давай вот это поставим. Нормулик. Надо что-то качнуть. Так, ну-ка, стой, пацан. Удары щитом. Такое себе. Давай-ка мы немножко... ни на что не хватает вообще. Ну, вот, типа того только. Это единственное, что я могу прокачать. Ну и давай, значит, это и качаем. Пойдет. Пригодится, может, когда-нибудь. Вот тут еще лишняя хпшечка была. Надо разбить чем-то другим. Чтобы Сперва подумать. Хитро. Получилось! Мост снова на месте. Надо вернуться наверх. Туда, где он на песке там что-то чертил, туда что ли надо переть сначала? Сейчас, наверное, все черти типа вылезают с этих с дырок, точнее этих, ну, где они там прятались все. Надо бы сначала, вот да, все мосты сначала пробежать. О, вот это находка. Сюда сбегаем. А нет, он не может. Почему он не может спускаться? Ну и лысый. Да, да, он не прыгает. Надо как-то бы там внизу оказаться. А вот У них когда. тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? А вот эта штука она спустит вообще? Да, но тут особо ничего не изменилось. Шли назад. К лифту к этому сейчас подойдем. Что-нибудь покрутим. И, наверное, опустимся вниз. А сколько по... А, нет, наверх вообще. По-моему, таких должно быть несколько штук, чтобы разбивать их, и они светят типа под разными углами в эти ворота. Синяя дверь! Мы у цели! Он опять удрал. Подожди ты, ну куда ты торопишься? Я никогда А нет, не слушай. привык ходить по потоку света. Щупальца-то одна тут все-таки. Дверь. Тут нет щели. Что? Не Это пройти, плохо. что? Это снова гном. Синдри?
Синдри, мы нашли Что он тут кое-что. делает? Правда? Обожаю. Сюда. Подожди, Эй, подожди. Синдри, взгляни-ка вот на это. О, вы убили древнего? Да, Ну как? Это было сложно? да, И это все, что ты скажешь? да. Гениальные диалоги просто вообще. И опыт еще почему-то дали. Отлично. Это можно купить или прокачать. Прокачать, наверное, да? Гнезда для чар тут есть. Впечатление, мне что, новую броню, что ли, дали? Надо сначала, наверное, ее одеть. Ну, не надо ничего покупать ради меня. Подождите. Броня. Нет, не дали ничего нового. Его можно купить, по-моему. Ну, к делу. Создать ее можно. Только нужно еще 2 сердца древних. Бабла немного, и будет вот синяя броня. Которая не очень-то... А, ну защита хорошая. Ну, я понял. Левиафан мы можем? Нет. Может быть? Юная, Тоже нет. чем могу служить? Колчан. 25. Это я даже качать не буду. Ресурсы есть, но смысла нет. Давай-ка мы... А, ну вот, лишняя броня же есть. Продаем. Где ты их Чик. вообще носил? Нужно Это 25 вам косарей. Почти. Ресурсы. Блин, оно может пригодиться. И какой-нибудь артефактик продадим, которых у нас много. О, 6 косарей стоит. Вообще за глаза. И качнем. Это можно обратно выкупить. И мы качнем. Где вот тут? Колчан. Пусть дорого, но побольше стрел, по-моему, будет, да? Да. 4 стрелы он будет, по-моему, выпускать теперь. Это пригодится. Рукоять. Кусок чешуи мирового змея. Вот куда это надо. Да и все, в принципе, тут больше делать нечего. А, спешишь, не спешишь? Подожди, еще. Подожди, я ж колчан прокачал. Все равно у него 3 стрелы почему-то. Ниста! Странно. Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Я вот только 2 колокольчика вижу. 3 может быть. Где он может быть? Его занычили, суки, куда-то. А? По идее, с одной точки должно быть сразу все 3 должны быть видны. Вот топор швырять. Да хер его знает, где он. Тоже, наверное, да, как-то надо встать.
Третья руна может быть и там вообще находиться внутри. Давай посередине попробуем кинуть. Вот. Да, вот и третья руна. Примерно надо встать куда-то вот так, так и так. Достает? Вот так достает. Пробуем. Раз, два. И 3. И все, мое. Мы, говорит, справились. Батя справился, а не мы. Максимальная ярость. Тоже хорошо. О, ни хрена, тут ее поднялось нормально. Зачетно. Ладно, полезли в дырку тогда. Тут этот суп, да, местный, тут мультики. еще. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Раз, два, три, убил её за 4, книгу? 5, 6, 7. 8 в центре. Не знаю, не знаю. Ладно, полезно. Мы внутри. Ну, конечно. Бля, еще там не смотрел. Еще чуть-чуть. А это уже третьего левела, кстати. Они тут все третьего. Можно идти. Бам, бам. На комбо их чисто. Нормально. Низко. Ну вот уже какие-то комбо пошли у нас. Поинтересней хоть. Все, и пацан его добил. Готов, жду приказа. Что еще? Да запросто. Прости, не могу. Табатина. Не знаю, мне каких-то аватаров напоминает. Бам! О, еще пролетаю. Слушай, ну прям замес. Да все он там покойник уже. Я ему урона вшатал, он мне еще должен остался. Не готов. Отец, я готов. Я готов, я не готов. Еще один. Я думаю, было бы прикольно, если бы можно было бы в настройках отключать болтовню пацана. Ну вот эти вот реплики. Иногда они начинают уже раздражать. Я готов, я не готов, вот это вот все. В принципе, с одной стороны, немного плюс то, что он тебе в течение там игры, если лютый замес какой-то, ты там не успел посмотреть то, что у тебя здоровья мало. Он тебе об этом крикнул. Все. Но когда он это делает регулярно, это бесит. С капусткой, но не красной.
И вообще он меня бесит. Такой здоровенный сундук, и у тебя всего лишь одна. Это как один кусочек стали. Там, видите, как у кошмары, да, летают кошмары. Мистер! Я готов! Приготовься. Прости, я не готов! Я готов. Приготовься, прости, я не готов. Кошмары! Да похер вообще. Пока нет! Вот, они тут начинают уже чуть-чуть миксовать этих ребят. Мистер! Да похер. Это вряд ли. Осторожно! Все, на добивание выходим. Я готов! Фейталити. Пока нет! Ну а что нет-то? Он Короче, упал. что ему этот колчан качал? Я думал, что у меня количество стрел добавится. Все, больше никого не осталось. Небось, красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Давай, наверное, как-нибудь ХП поищем. Ого! Вот это впечатляет! А пацан читать будет. А как это можно разбить? Ну, вообще растет эта херня. Кстати, у нас также в лесу встречалось. Это может быть взрывом каким-то надо разбивать. Это бульканье, как в желудке. У пацана, наверное, в желудке урчит, он голодный. Стой. Вот это как раз и держит сундук. Вот как-то так, да? Еще должна быть третья. А где она? Третья. Вон там, впереди. Все. Теперь сундук там должен открыться. Потом же будут еще и по 4 штуки сразу, по-любому. Да, вот они этот сундук и держали. Обычный предмет. Броня для боядер. Прочная наступательная броня. И урон повышает. Ни хера не надо. Не нужно все то, что мне снижает урон. Точнее, атаку мою. Смысл просаживаться в атаке, но иметь больше защиты. Меня, короче говоря, устроит только броня, которая сможет все статы мне поднять. Что такая будет вообще? Да, должна быть. Просто ее, наверное, будет сложно добыть. Что надо сделать? Это не как эти весы работают. Ну ладно.
Реально он мне какого-то орангутанга напоминает, когда он с малым по стене ползет. Они накрыли его этой штукой. Ну для чего? Кто они? Какой штукой? Интерьер? Светлый эльф. Священного Он круга делает. какого-то. О, нет. За что О, его да. убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого свой. Таков путь. Таков путь. Здорово, мужики. Ну так, Я не готов. комплексно въебали. Тихо. Окружает что-то нас. Давай-ка что-то все заметом каким-то пахнет. А можно у меня от них хп растет. Чем больше ярости, тем лучше. Блять, еще толпа пролетела. По-моему, нормально их как-то думать скидывать, блять. 3 удара у меня. Камень! Прости, я не готов. А нету целебного камня. Да он и поднимает херню какую-то. Может, пусть они там пацанам удохают. Огонь! Берегись! Да и все, я покойник. Отец! Отец! Отец. Я думаю, мы с этой площадки начнем. О, да. Так, давай-ка мы. Они, короче, взрывными этими штуками швыряются. Вот, и сами подрываются на них по глупости. Вот они у меня как раз и срезали до хрена. Один есть! Блять, вот, они не дают комбить мне. Комбо не дают сделать. Я готов! Все, тут тоже покойник. Берегись! Сейчас еще придут. Давайте, еще 3 человека. Что теперь? Свет уже рядом. Ищи, где войти. А че они так быстро кончились? Блять, там же в прошлый раз больше было. Либо мне типа тех засчитали, и мне... Просто ты, когда возрождаешься, ты продолжаешь бить толпу. Что-то я не понял юмора. Сначала было 3. Я их мочил, потом еще 3 прилетело. Вот тут они встали и запинали меня толпой. Ну, не знаю. Не могли же мы 6 этих эльфов так быстро захерачить? Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Причем мосты, говорит, появились. Один мост вырос, и то маленький. Как член Рыжика. Вперед! Подожди ты вперед, кошмара. Вот и стреляй потихонечку. Я не готов! Низко! Кошмаров-то тут полно. Блять, он стреляет почему-то в дальнего. Почти готов! Вот, по мере подлета они сейчас будут подыхать у нас. Берегись, отец! Вот он не в ближних стреляет, а в дальних почему-то. Вот так вот они и подбираются к нам. Дебил Я малолетний. справился?
Давай, Нет, потому что соберись. ты не справился. Не, ну по логике вещей, стрелять ты в ближних, которые к тебе прилетают. Он херачит во всех почему-то. Еще как раз старается наоборот в дальних даже попасть. Так, вперед! Быстро! Они оглушены! Подожди! Да, пускай там все появятся сначала, Хорошо, продолжай. а потом мы будем воевать с ними уже. Берегись! Вот, и там чем-нибудь другим занимайтесь. Ни хрена тут эльфов. Надо вот этого... Нет, не этого. Кошмара надо. О-о-о. Вот, теперь давай. Теперь будем месить. Как раз все мобы повылезали. Все. И никого не осталось. Я не готов! Ну, будем ждать, пока ты будешь готов. Место! Я как бы без проблем, не тороплюсь вообще. Он все равно ко мне особо сильно близко не подойдет. А вот то, что он этой пижней взрывной кидается, это уже такое себе. Место! Подожди! Все, я пока до него доберусь, мне просто останется один ударом его. Ну, даже вот так вот. Вот и все. Ну, по-моему, максимальный заряд стрел у пацана всего 5 штук. Мобов будет уровень всегда расти, так что так не всегда прокатит делать. Честно, мы с древними-то еще тут будем сражаться. Пути Что-то восстанавливаются. как-то одного убили и все. Пути восстанавливаются к чему? А мы все выше и выше поднимаемся. Угу, я понял, бесполезняк. А тут типа надо все разбить сразу с одного удара, что ли? Ломитесь в улей. Подожди, подожди. А то мы сейчас вломимся. Место! Ну, допустим. Ну, разбили мы Это 3. сложно. Давай поищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. Вот. То есть частично их можно разбить. Нет, не та. Я думаю, что вот это. На этом уровне нас учат прям метко кидать топор. Под разными углами. О! Посмотрите, улей. Пошли, пацан. Мне кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Кажется.
Сейчас пчелки-то наругают. Ты слышал? Будь готов, держись рядом. Там мегажук кого-нибудь жопу надерет. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать беврёстом? Ведьма сказала встать в него, Когда? когда ее выбросил из этого мира. Как будто Малой не слышал, он рядом стоял. Мало о ее безопасности, а не о нашей цели. О, Тихо! Я держу! Где твой нож? во, прямо в башку. Молодец, пацан. Дальше пошли. Как он его четенько за еблет Обошлось. поймал прям. Держись рядом со мной. Ишь ты чё Я лазишь. так и делаю. Я так и делал. Еще кто-нибудь выпрыгнет. Фу, оно липкое. Ну, так они тут пасутся и живут. Мы Еще по их один. дому Назад. ползаем. Давай, пацан, кали его в голову. О! Все, прыгай на свет. Ну, мы у цели. Свет! Не иду. Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Вон сколько жуков. Бать, тут у них вообще правда улей. У них тут немерено вообще. Ну, попали, если что. Я эту штуку колотить начну, и Вот меня готов. сразу Когда же начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. бежать, да, наверное? Тихо. Ничего не разбивай. О. А мы прям побежим или будем как-то помедленнее это делать? Берегись! Хана всей конструкции. Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Будем отбиваться? А, ну они тут все первого уровня. Соломоны какие-то. Да, не очень много. Еще у нас Кратос. Кратос не может крутиться, он как-то только на эту штуку смотрит. Заскриптованный этот момент. Ну, прямо так, эпично. Я расчищу нам путь! Эпично. Прикольно смотрится. Выпускай стрелы быстрее! А как же местность важнее скорости? Тут много целей, не промахнешься! То есть то, чему он учил, уже не В работает. узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! О, а морики всякие пошли. Нормально, сейчас прорвемся, пацан. Но они бьют не сильно, так что пойдем. Вот тебе! Если мы, конечно, 2 часа идти не будем. Средняя, скорее! Тихо. Так, мы тут, конечно, банду забудоражили просто. Ну. Пацан далеко стоит. Сын! Поехали. Что, вдвоем в огонь прыгаем? В этот свет, точнее. Или он пацанам не будет Ты рисковать ранен? все-таки? Нет, нет! Ого! Красота! Пацан, по-моему, сам прыгнет. Свет восстановил весь храм! Да-да. Он тут основа всего! Ему мешали эти. Погоди,
Он поет. Сотый, не знаю. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем нахрен обожгло. трогать. Жди здесь. Но я Жди хочу... здесь. Батя рискует, не видишь? Это на крайний случай. Ты Зря даешь отдал. мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Начнется какой-нибудь замес, этот топор просвет в первые 3 минуты. Горячая. Давай. Затянуло. Что это? Фэй. Наконец, 3-й части. Ну точно, когда вот мы в этом астрале тут бегали, Пожалуйста, вернись. слушали всякие вот эти бред. Атрей. С ним. Жалко, ускориться нельзя. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Ну, тут Кратос тоже там многое поймет. Типа пацана бросать нельзя. Он единственный, кто остался. Я Здорово, не банан, знаю еще его, раз. А он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Да, 2-й стрим за день. Чё бы нет. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Я думал, туда надо бежать. Ну, как хотите. Это рыба? Да, рыба. Он наверх? Ну, а куда еще? Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Да, как ярко. Если он попытается, я тоже. Но если нет... Прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Мне выходить надо или возле пацана? Нет, выходить надо. Задолбали слепить уже. А как медленно он бежит. И... Не, ну бойня на мосту прикольный был момент. Подожди. Вернись! Его пацан вытаскивает. Нет! Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в Лысый чуть не ловушку! подох. Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... Нихуя он тут народу нарубил. мгновений. Нет! Ты ушел туда очень, очень давно! Я не знал, что делать! Ты топор бросил где? меня! Опять! Но тебе же плевать! Не может быть. Зато пульт от телека зарядил. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты Да. нашел, что хотел. Ну, народу он тут положил, будь здоров. Хоть топор не просрал, молодец. Да. Но этот топор тяжелый для него. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Бля, это сколько экспы, да, можно было заловить? Топор. Ну, а что его не достать? Это мой топор.
Ах, ёпт. Мы его потом призовем просто. Он не достается Мальчик, пока. твой лук. Давай-ка. Все, теперь, короче говоря, у пацана есть эта возможность стрелять по камням любого синего цвета. Вы получили стрелы света. Стреляйте ими в кристаллы, чтобы зарядить их светом Альфхейма. Стреляйте ими в кристаллы, что... По-моему, еще другого цвета будут у нас стрелы. По моей команде выпусти стрелу в камень. L2. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. А как это будет работать, если мне надо, допустим, топор кидать? На L2 тоже швырять топор. Лестница завалена. И наверняка же это все дела они продумали. Вон там впереди световой Я ж кристалл. помню. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Да почему он дурацкий? Нормальный мир. Прикольненько. Вон сколько всяких этих растений. Кстати, топор на месте. Нет. Почему? Ну почему? Как-то это по-другому штука должна зажигаться. А, подожди. Вот это дело мы вставляем. Да, все, я вспомнил эту механику. Мы сейчас будем запихивать эти камни, короче говоря, вот в такие отверстия, и потом пацан стреляет. Причем он это делает автоматически. Хорошо. Как и в жизни, время летит очень быстро, а мы этого не замечаем, да? Ну, тут видишь, как бы он зашел в этот поток света, и ему показалось то, что он зашел-то на... Вот реально даже тебе как игроку показалось, как бы то, что он зашел туда вообще ненадолго. То же самое мне дали чары. У меня их теперь 2. Как будто ты зашел, ну, на пару минут, а малой там он народу, будь здоров, перекрошил, он там не 1 час тусовался. Так, ну и все, да? Ну, не прыгать. Давай, отсюда мы этот камушек вытаскиваем. Такие механики часто будут встречаться. Типа камень отсюда, дотащи туда, вставь, стрельни. Это будет. А вот туда он может шмальнуть? Это в эту сторону. А это чуть выше. А, я думал просто, как это я с одним камнем туда попаду. И там еще, по-моему, какой-то кристалл был. А, тут надо на перспективу с другой стороны вставать, смотреть. О. Слушай, а у них... Он их этими же стрелами и херачит. Еще должна быть одна такая. Где она? Так, подожди. Что-то они тут постепенно подлетают как-то втихаря. Что-то вполне... Ау! Взорвались прямо возле меня. Ладно, пацан там разберется. Нет, не разберется. Ну, стрелял же он, куда? А, иногда он, короче говоря, блин, просто меня удивляет. Так. Это у нас путь наверх. Но тут еще есть кое-что. Скоро 2К подписчиков. Да, я не знаю, как насколько скоро. Как получится, так и будет. Так, стой.
То надо так четенько встать, чтобы ровно попасть туда. Либо... А тут 3 шара. Блин. Что-то пока... Она тут же срастается. Либо это сверху надо как-то шмалять. Блин, вот прямо 3 раза нужно с 1 удар разрубить. Но я их вот оттуда вообще не вижу. По этим штукам он вообще не бегает. Может, какие-то еще кристаллы есть? Ну-ка, пацан. Ну хотя бы попав еще раз в этот кристалл, он тебе мозг не отключает. Вот еще кристалл. Тела не пробьет то, чем покрыт камень. Угу. Когда разбиваем эту штуку и стреляем как-то быстро стрелой. Нет. Этим надо как-то тут по другим углом заниматься. Tormented Souls ты имеешь в виду? Про ужас игру. Мы обратно назад, что ли, вернулись? Почему? Подожди. Что-то не то. Ну, мы вернулись назад. Ага, потому что пацан он там внизу прямо не стрельнул. Завтра, наверное, нет. Давай, я думаю, что это какого. Завтра перекурим. А игру Tormented Souls, которую я сегодня проходил, она закончилась, я ее уже прошел. Я вот думаю, что там следующее там запустить. Gears of War. Я вот что думаю, просто завтра, допустим, передохнуть, в воскресенье записать летсплей по второй гильдии. Ну, каждому свои игры нравятся, конечно. Короче, я вот думаю, Gears of War 3 запустить. Либо Cuphead добить. Не знаю. Ну, Cuphead такая игра, что... Ну, ее лучше под настроение как-то. Короче, не знаю, я подумаю, что запустить. Понедельник. Наконец-то! Я зажгу кристалл, если Ну, скажешь... суббота, воскресенье, выходной. Пора возвращаться наверх. Надо передохнуть, я думаю. Ну, у нас еще целая неделя впереди стримов. Тоже, наверное, возможно, где-то местами будет по 2 в день. Так, а вот это-то как оно у нас сломало? А, вот оно что. Я не заметил. Вот, теперь это мой сундук.
Посмотрим, может быть, Luigi Mansion запущу 3 на Nintendo Switch. Тоже прикольная игрушка. Чё? Подумал, кто тут базарит. Ай, у меня хп мало. Ладно, там... Ай-яй-яй-яй. Плохо дело. Бля, Яра не работает. Я, короче, покойник. Блин, а у них там хп валяется прям под ними. Давай, пацан. Стой. Оп, добиваем этого. Хватаем тут же хп. Все. Я немного полечился. Ай-яй-яй, блин, зачем я к нему подошел? Давай в 2 смычка его расковыряем, отлично. Да. Киллов-то меньше уже гораздо. А где у нас путь? Что можно челику качнуть? Стрелы света накладывают на врагов еще больше сильный эффект ослаблений. Еще больше урона от оглушения. Ну давай и урон, и этот как он. Я давненько не качался. И вот это вот, короче говоря. Давай еще топор. А, тут мне на многое, кстати, хватит. Все. Отлично. Прохода 2 у нас. А, ну все правильно, мне сюда. Сейчас здесь катсценку поспойлерим, да будем закругляться. Тут тоже не пройти. Почему? Все пройти, он перелезает и все. Нет. Мне нужна Яра. Вот. И хп у нас прибавилось. Еще немного. Утгардский удар. Слабая руническая атака. Удар по широкой дуге, наносящий умеренный урон от холода. Да чего вы мне, блин, даете какую-то херню все? Ну, что-нибудь крутое, мощное. Не горит. Стреляем. Нет? Топор? Тоже нет. Значит, мы это дело замораживаем. Вот. Топор сюда. Куда ты его несешь? Куда надо. Кстати, да, тут будет долгая катсцена. Мы ее тогда в следующий раз досмотрим. Вон, ребят, будем закругляться. На сегодня хватит. Все-таки надо думать, 7-й час, 8-й час стримов. Поэтому на сегодня хорош. Спасибо за поддержку. Спасибо, что находитесь на стриме. Вот. Ну а кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки, комментарии. Там все знают. Все.